Семейство Кадыровых продолжает раскручивать свои аккаунты с помощью популярных российских блогеров. На этот раз задействовали 21-летнего блогера Михаила Литвина. Вслед за Моргенштерном юноша займется улучшением имиджа домочадцев чеченского губернатора. Гонорар Моргенштерна составил по 400 тысяч за каждого родственника. В числе пиарящихся супруга Кадырова, его несовершеннолетние дети, племянники, фирмы его дочери Айшат и спортивные тренеры сыновей. Для приманки новых живых подписчиков Литвин объявил о розыгрыше внедорожника. О стоимости такой накрутки, не считая стоимости автомобиля, остается только догадываться. Но менеджер Литвина рассказала журналистам, что это очень дорого. По приблизительным подсчетам, в среднем по рынку привлечение 1 миллиона новых подписчиков стоит до 650 тысяч рублей. Умножаем на число родных Кадырова плюс приближенные, получаем около 10 миллионов рублей. Самого Рамзана Кадырова в Инстаграме забанили еще 4 года назад в порядке американских санкций за нарушение прав человека. И хотя чиновник гордо заявляет, что вражеская соцсеть ему не нужна, он то и дело снова регистрируется там. Уильям Бёрнс, специалист по Кавказу, будет вскоре назначен директором американского ЦРУ. Новый президент США Джо Байден выразил намерение о будущем назначении. Ранее Бёрнс в течение многих лет служил в американском Госдепе и осуществлял в том числе дипломатические функции на Ближнем Востоке. Он стал известен как специалист по Кавказу 10 лет назад, когда WikiLeaks обнародовал его письма в Вашингтон о хищениях Кадыровым бюджетных средств на восстановление республики. Согласно выводам Бёрнса, российский чиновник получает немалые средства, чтобы в регионе все было тихо. При этом, отмечал политик, степень безопасности и применения закона в республике зависят от настроения лидера кадыровцев. Кадыров остается жестоким головорезом, предостерегал будущий глава ЦРУ. Канал чеченского футбольного клуба «Ахмат», бойцовского клуба и других спортивных организаций с этим названием заблокированы в YouTube. Сервис объяснил это решение многочисленными нарушениями прав человека, которые допускает Рамзан Кадыров. Известно, что Кадыров культивирует спортивные забавы и зрелища. Клубы, названные именем его отца, поглощают немало средств и являются частью его пиара. Поэтому их блокировка оказалась весьма чувствительной. А включение Ахмата в санкционный список Соединенными Штатами стало известно в декабре. И хотя Кадыров критикует политику Америки, его пиар по-прежнему связан с ненавистными вражескими платформами. Хамзат Чимаев, чеченский боец смешанных единоборств, проживающий в Швеции, был пожалован Мерседесом. Такой подарок сделал ему Рамзан Кадыров и устроил в честь спортсмена торжественный прием в Грозном. Кадры с этого торжества с объятиями чиновника и бойца широко разошлись по соцсетям. Чимаев в ответ тепло благодарил Кадырова. Как сообщал руководитель Вайфонд Мансур Садулаев в интервью «Кавказ Реалии», раньше тот же Чимаев присягал на верность Абу-Бакру Аль-Багдади, лидеру экстремистской группировки ИГИЛ, когда она активно воевала в Сирии. Тех, кто не присягнул, Чимаев называл вероотступниками. С тех пор многосторонний Чимаев так и не объяснил, как это сочетается с его любовью к Кадырову. Чиновник любит приближать к себе борцов и прочих спортивных победителей. Этим он поддерживает культ силы, насаждаемый в республике, и собственный имидж. Однако стоит отметить, что Чимаев уже не первый боец, работающий на имидж Кадырова, но живущий в благополучной Европе. Как и Майербек Тайсумов, боец смешанных единоборств, позирующий с Кадыровым для соцсетей, Чимаев не планирует совсем возвращаться на родину. Не исключено, что в недалеком будущем эти спортивные звезды повторят путь Тимура Дугазаева, представителя Кадырова в Германии. Тот одновременно с клубом «Ахмат» попал под санкции США и обречен строить свой бизнес и пиар исключительно в России. В земельном суде Вены по уголовным делам 13 января 2021 года состоялось повторное слушание по делу Адама Сайтаева. Он был задержан австрийской полицией 13 марта 2020 и 7 июля того же года был приговорен к 10 годам тюрьмы за участие в организации «Имарат Кавказ», признанной террористической, и убийство российских военнослужащих. На повторном слушании обвинение по последней статье судом было снято, и срок был сокращен до 3,5 лет тюрьмы. Напомним, что Адам Сайтаев является абсолютным незрячим инвалидом, и условия тюрьмы, по нашим оценкам, для него будут слишком сложными. Поэтому мы продолжаем надеяться, что Сайтаеву все же заменят отбывание наказания в тюрьме на домашний арест.
Кабилов Ахмед Геланиевич, 1994 года рождения, похищен кадыровскими силовиками вечером 29 декабря из своего дома в поселке Андреевская долина, город Грозный. Его забрали без каких-либо объяснений. Родственникам сказали, что его допросят и отпустят. Спустя 11 дней матери Ахмеда вернули телефон сына, проинформировав, что его держали в полку, но сейчас перевели в УВД. На ее вопросы о том, в каком УВД его держат и какие обвинения ему предъявлены, ей не ответили. С тех пор о нем нет никакой информации.